Добрый день, дорогие мои девочки и мальчики. Вы уже догадались, что я буду делать. Это тесто у меня уже стоит со вчерашнего дня. Уже прошло больше 15 часов, как он уже настоялся и расстоялся. Он готов уже к выпечке. Сейчас вот с утра пораньше я должна испечь его и отнести своим девочкам Викусе и Милусе. Так как моя Викуленька очень любит мой хлебушек, и мы ей его стараемся давать, и уже у них закончился, и я с огромным удовольствием быстренько организовала эту выпечку. Ну, вы знаете, что закваску нужно подготовить, чтобы она была на пике, и потом замешиваем тесто. Тесто, как обычно, я замешивала в течение 3,5-4 часов. Каждые полчаса делаем вытягивание, складывание. Ну, вы уже это все знаете. И вот самый хороший и секрет этого надреза, чтобы он хорошо раскрылся, вот этот момент. Обязательно прорезать вот эту нижнюю часть, чтобы она там тоже смогла раскрыться, так как верхнюю мы уже поддеваем под градусом, то есть под наклоном, и нижнюю тоже надо открыть. У меня всегда бывает какой-то страх, какое-то переживание, не страх, а переживание, что вот откроется, не откроется, но тем не менее я уже к этому привыкла и просто уже стараюсь не обращать на это внимания. Ну и вот самый волнительный момент в выпечке бывает, что же я увижу. А увидела я вот такой огромный, замечательный гребешок, который я даже сама не ожидала, честно говоря. Крышку я специально спрятала под низом, чтобы она не остывала, так как потом надо снова разогревать кастрюлю. У меня еще будет следующий хлеб. 30 минут я пеку его под крышкой, и потом убираю крышку, и 20 минут пеку без крышки. И все, и хлеб готов. Посмотрите на это чудо, просто волшебство. Посмотрите, какой он раз чудесный, хрустящий, красивый, ароматный. Вы себе просто не представляете. Полюбуйтесь на этот гребешок, какой он весь очаровашка у меня получился, и узоры. И сам хлебушек, он трещит, вы просто его не слышите. Ну а гребешок действительно прям как нарисованный. Вот видите второй разрез, который я снизу провела. Тут прям видно, откуда куда он еще раскрылся снизу тоже. Там прям полосочка видна, видите? Вот поэтому обязательно важно разрезать еще и нижнюю сторону разреза тоже. То есть как бы освободить его от всей массы теста, чтобы ему была возможность тоже подняться, раскрыться. Сейчас я уже буду выпекать второй хлеб. Сейчас я делаю по 2 хлеба. Они довольно большие, грамм по 800, наверное. Этот я решила надрезать как бы накрест. Ко мне приходит в момент, как только я режу, тогда только уже и придумываю круглый. Хочется мне всегда как-то порезать вот так вот на 4 части и потом что-то там дорисовать, если у меня получится. Как вы заметили, бумагу я использую ту же самую. Знаете, что когда первые 30 минут проходят, когда я убираю крышку, я убираю и бумагу. За счет этого хлеб и снизу тоже хорошо пропекается, и бумага остается более целая. Я не в целях экономии, просто она действительно в очень хорошем состоянии, и поэтому я решила ее использовать еще раз. Иногда она бывает в худшем состоянии, тогда я выбрасываю, а иногда вот так вот. Видите, вы, наверное, заметили, как я надрезала еще кончики вот этих вот треугольников, что я разрезала вот весь хлебушек, чтобы тоже были возможность у него немножко задраться вот впереди у этих вот прям на самом разрезе. Вы пересмотрите еще раз видео, а потом поймете, где я еще там кончики прям освобождала от теста самого. И все, и опять то же самое, 30 минут печется с крышкой и 20 минут без крышки. Вот и второй хлебушек у меня тоже готов, и он тоже получился не менее прекрасный, чем первый. Вот как раз эти уголочки, которых я вам говорила, что я их подрезаю тоже снизу, чтобы он имел возможность более открыться сильнее.
А чтобы хлебушек у вас получался пышный и вкусненький, девочки, кормите свою закваску более 2 раз в неделю. То есть 2, а то и 3 раза в неделю. Я ее кормила раньше 1 раз, но была не очень довольна. Сейчас я ее кормлю чаще, 2 раза, 3 раза в неделю. И все, и потом ставлю ее опять в холодильник или уже готовлю из него тесто. Потому что она должна быть на пике, чтобы поднялся, красиво раскрылся и был очень вкусный. Так что все зависит от вас. Пожалуйста, пеките, не ленитесь, и у вас все получится. Вы сами придете к тому, что вам больше всего будет нужно. Ой, девочки, посмотрите, какой я себе хлебушек спекла. Хлебушек, который я могу есть. Вот. За 20 минут. Что я сюда намешала? Сейчас я вам расскажу. Вот у меня теперь 3 хлебушка. Я, значит, взяла чашечку, 2 яйца, так как это было 2 порции. Их надо было запекать в микроволновке, но я сделала это в духовке. У меня вот такие формочки были силиконовые. Алекса, стоп. И я их, значит, 2 яйца, немножко кефира, немножко отрубей. Творог у меня был наш такой вот зернистый прям, да, и творог туда еще положила. В общем, сделала такую жидковатую, густую консистенции густой сметаны и разлила их по вот этим вот формочкам. Запекла 20 минут, сейчас остынет и будет у меня хлебушек. Кексики, вот такие кексики, они немножко подсели, но ничего страшного, я думаю. Я уже режу свой хлебушек. Видите, там вот беленькие следы от творога. Сейчас попробую его. Ну, конечно, он не такой, как мой хлебушек, который я пекла. Ну, это тоже очень хороший. Доброе утро всем. Не надо их в рот пихать. Не надо. На, вот так поиграем. Вот так. Тик-тик-тик-тик. Больше нам нечем играть. С утра пораньше. Налепила ей сырников. Пока сделаю 3 штучки по-быстрому. Это вот основная масса должна еще настояться. Там манка у меня. Потом буду все, испеку все. Ну-ка, подожди, я ж тебе делаю. Милана еще спит. Ох, она прям уже кушать хочет, а я ей хочу сырники дать. И вот быстренько вот так раз. Плав. И сырник готов. И еще один, Викусенька, давай. Вот еще один и все. Ну, конечно, все 3, наверное, не съест. Да. Будь здоров. Будьте здоровы. Все, сейчас я их быстренько пожарю. Разогрела кокосовое масло. И теперь их вот так быстренько выложу и запеку. Вот так вот их слегка. И теперь, ну-ка, сейчас вот самый 3 должен, оп, вот так пойдет. Вот такие сырники сейчас будет Викуля кушать. Ну и, конечно, Викуля у нас больше одного не съела. Она 1 доела, и то, слава богу, и то хорошо. А это вот уже для нас. Сейчас я все вот так вот докручу. Я их всегда готовлю заранее, чтобы потом не отвлекаться во время выпечки. И потом уже выпекаю аккуратно все по одному. Посмотрите, какие они получились. Просто обалденные, красивые, очень аппетитные.
Викуля еще все посматривает и думает, что мы что-то другое будем сейчас есть. Но я ей предлагаю, но она уже не хочет. Так что вот такие сырники я запекла. Милана там себе готовит тарелочку для фотографий. Я говорю, подожди, давай я тоже тебя сниму. Твою красивую тарелочку тогда будем снимать сейчас. Что такое? Милана себе организовывает завтрак. С медом. Ой, тут я приготовила уже фруктики, смородина и клюква у нас. Викусю уложили, сейчас будем наслаждаться. Надеюсь. Надеюсь, конечно. Что этот не делает фокус? Как хочешь, так и кинь. Красоту себе добудет. Сейчас все равно все размажешь. Вот. Эстетика, эстетика. Эстетика, дорогая. Ой, как красивенько. Вот сюда Подождите. сверху тоже кинь. Подождите. Вот по одной положи там хотя бы к меду. О, во, угадала. Подождите, туда тоже надо как будто упала. Как будто съехала, Не да? видно. Ну все, бери руки теперь. Можно, ага, все. Оставь. Все, девочки, всем приятного аппетита. Мы готовы. Поверни тарелку сюда. Тут ее к себе лицом сделала. О, все. Вот теперь все. Пока-пока, дорогие наши девочки и мальчики. Будем ждать ваших просмотров. Ну и, конечно, пока наша Викуля спит, бабуля решила сварить ей компотик. Вот эту клюкву, что у нас была замороженная, я вот так вот просто вскипячу, добавила туда одно яблоко, сахар, и будет компот. Красиво? Потанцуй, потанцуй. Сама начинает хлопать, я ей даже не говорю. Оса. Молодец, да. Вот так, ручками давай. Ручками танцуй, давай, ручками танцуй. О, смотри, как делает. Все, телефон увидела. Она, знаешь, что там тоже все перелезла. Ура! В яму. Не, за секунду, главное. Электровеник. Давай, вставай, вставай. Она поняла, что там ей легче вставать, видишь? Давай, вставай, вставай, вставай. Викуся, вставай. Викуся, может, ты поближе станешь вообще? Вот она же знает, что я ее, что я ее снимаю. Ну, поближе ее надо. Довольная.